Привет, друзья! Это Gambler Key, и сегодня у нас в гостях стример Slotweaver. Почему он не хочет большой онлайн на своих стримах? Действительно ли партнерки настолько выгодны для стримеров, как принято считать? Как получить приз от Slotweaver? Эксклюзивно для Gambler Key прямо сейчас. Привет, Илья, очень рада тебя видеть. Спасибо, что согласился пообщаться, что нашел время. Привет. Очень польщен тем, что вы берете у меня интервью. Желаю процветания вашему каналу. Давайте поговорим. Спасибо, мы польщены, что ты согласился. Собственно, сразу давай начнем к делу. Ты довольно необычный стример в формате гемблы. Ты не пьешь, ты не материшься. Ты не замечен в никаких громких скандалах, обвинениях, ссорах и тому подобному. Как ты выживаешь в гембле с этими всеми качествами? Я не выживаю, я как бы получаю от этого удовольствие, я не знаю, нормально. Наверное, в основном это все благодаря составу моих зрителей, которые, не знаю, мне кажется, очень сильно отличаются вообще от остального всего сегмента. Мне с ними очень сильно повезло, как-то они поддерживают это все, энергетика чувствуется, я не знаю. Но я на самом деле, да, я не участвую ни в каких там разборках, не хочу никому ничего доказывать. Нормально, все спокойно. Вот. Каждый вечер я рад видеть своих зрителей только и всего. Получаю удовольствие. У тебя такие очень добрые стримы. Ты не агрессивный, зрители у тебя, в принципе, не агрессивные. Все так лампово, спокойно. Ну да, но я не всегда могу выразить, да, там эмоции. Ну, я в них как-то ограничен. То есть на моих стримах нет такого, чтобы какого-то трэша, чтобы я что-то разбивал, там, психовал, еще что-то. Я выигрываю спокойно, проигрываю спокойно. Зрители к этому Абсолютно привыкли, спокойно, да. на самом деле. Многие говорят, что это все фантики там и так далее. Но это личное дело каждого. Я бы, может, тоже удивлялся, если бы, вроде вполне себе в здравом рассудке человек там по 200, по 300, по 500 тысяч за вечер делал депозитов. Но каким-то образом я до этого докатился, и для меня это не удивительно, ну, для самого. А со стороны, да, я очень прекрасно понимаю людей, которые, не верят в это. Как бы, да, неразумно и нелогично вроде. Вот. Помню, в прошлом месяце у тебя был какой-то занос больше, чем на 1 миллион, кажется. Ты такой, 1 миллион, ну понятно. Да, но это же, то есть очень легко понять разницу, да, я не знаю, это, мне кажется, зависит от того, какими крупными ставками ты играешь. Если, например, я там раньше играл по 50 рублей, по 100 рублей, если бы я выиграл 1 миллион, это было бы точно вау. Но когда ты играешь по 1000 и еле-еле поднимаешь 1 миллион, это вообще какой-то, я не знаю. Можно же по 50 рублей вот начать играть с депозитом там 5000 рублей и раскрутиться до 10 тысяч. Это же все прекрасно понимают. Ну почему нельзя сделать депозит 200 тысяч и догонять его каждый вечер до 1 миллиона? Это же нормально. Нет, так не дает. Я не знаю, почему так. Собственно, так вот. У меня есть отдельный бюджет на игру, и вот я его всю не могу потратить. Вот и все. Вот когда я его потрачу, я перестану, наверное, стримить. Мне так кажется. Хотя, с другой стороны, не знаю. Но вот бюджет на каждую игру отдельно или вот какая-то определенная сумма, пул, которую ты можешь в принципе потратить? Общий пул, да. И какая это сумма, если не секрет? Несколько сотен тысяч. Долларов. Да. Ты говорил на интервью у Шамы, что 50 тысяч долларов – это та сумма, за которую ты не поднимешь себя из кресла что-то делать. Это, наверное, в моменте, если честно. Потому что, например, в тот момент, когда 50 тысяч долларов и у тебя, например, подъем в крипте, сейчас попробую объяснить. Есть у тебя 30 миллионов в рублях. Ты проснулся, вырос курс, а они стали 50 миллионов. Вот внезапно. И ты такой думаешь, ага, за 50 тысяч баксов куда-то лететь, что-то делать, да ну его нафиг. У тебя есть 60 миллионов, допустим, и ты, просыпаясь на следующее утро, видишь, что у тебя уже 30. Ого,
что-то не то. Ну, то есть, это, наверное, больше от настроения зависит. В зависимости от того, что нужно делать. В принципе, если это связано с каким-то, кроме того, что еще ты зарабатываешь, еще с каким-то, так скажем, ну, развеяться, да, путешествием или чем-то, в принципе, можно. Сейчас я уже думаю так, потому что крипта стоит 37. Через полгода информация еще обновится, да? Да, она Может, там уже и на 10 будешь согласен. Да. Ну, то есть, все эластично. Ну, это нормально для любого человека, в принципе. Если у тебя есть в кармане, там, условно, 1 000 000 рублей, а вчера ты зарабатывал 10 000 рублей в месяц, если в рублях говорить, то ты уже себя чувствуешь так окрыленно. А потом в какой-то момент бац, и все меняется, и ты снова думаешь, блин, 50 000 хорошие деньги. Вот такие дела. Сколько ты максимально выигрывал? Твой максимальный занос? 4 200 000 в Dead or Alive, по 360 рублей ставка выигрывал. Но это все, это больше никогда такого не было. На балансе, по-моему, за все время у меня было 2-2,5 миллиона. Может быть, максимум. Но сейчас уже не вспомню. Вот. У меня выигрыши не так часто. Ну, знаешь, учитывая, что в нашей рубрике «Топ-заносы» ты появляешься почти каждый месяц, я бы с тобой поспорила, честно говоря. Может быть, но я не смотрю других стримеров, но мне кажется, что патологически не везет мне в игре. Тебе не везет? Да, мне так кажется. Просто, знаете, это такое, так скажем, такая иллюзия, когда крутишь по 1000 рублей, заносишь там какие-то x100, x200, это сразу 200 000. Но если ты, опять же, по аналогии по 50 рублей, если бы я крутил и занес бы 2000 рублей, ну, 2000 рублей, что это такое? Ну, так уж, для любого человека. Все зависит от масштабов. А в масштабе, ну, так оно и получается, что фактически не так уж и много. А какой баланс в целом по казино у тебя за все время, сколько ты играешь? Ты ведешь какой-то учет? Нет, я не Плюс-минус. веду. Скорее всего, отрицательный баланс, ну, не скорее всего, точно отрицательный баланс. Скорее всего, это где-то за 200 000 долларов минус, плюс-минус. Вот так. Именно по игре. Вот. Ого. Ну, так 3 года. Впечатляет сумма. Ну, в принципе, да, за 3 года можно было. А максимальная замазка за один раз, за один стрим, сколько у тебя была? Миллион. Миллион. Как красиво, ровненько проиграл. Ну, то, что я вот могу вспомнить. Ну, по-моему, 1 100 000, 1 200 000 я никогда не депал. Ну, где-то вот под 1 000 000 точно было. Может, зрители поправят, они лучше, чем я знаю, сколько там я выиграл, сколько проиграл, когда, чего. А ты ставишь себе какой-то лимит проигрыша на стрим? Типа вот сегодня я не проиграю больше там 500 000, например. Нет, вообще не ставлю. Ну вот, у меня же есть лимит от общего пула. Я очень сильно расстроюсь, если это будет, например, минус 2 миллиона рублей. И я вот буду расстраиваться. Минус 4 миллиона я буду очень сильно переживать. Вот. Ну, такая, да, градация. А так, в принципе, 700-800 000 рублей, ну, нормально, я переживу. И, скорее всего, буду спать спокойно. На следующий день просто надо как-то не пытаться отмазаться. Вот это важно. Если пытаться отмазаться, то это плохо закончится. Может, вот это понимание есть. А реально в этом адреналиновом состоянии не пытаться вернуть свои деньги? Голова не дурманится? Ну, у меня бывают такие вот, ну, какие-то срывы, что ли, когда пытаюсь что-то так отмазать, что-то сделать. Но стараюсь держать себя в руках. Это трудно, Получается? но как-то вот пытаюсь, да. И я не играю вне стримов. Никогда. Почему? Пара раз было, может, раза 3, наверное, за все время, за 3 года. Потому что, когда ты играешь вне стримов, ты вообще не тормознешь, мне кажется. Ну, это нереально. Это вне стримов играть, это ничего тебя не отвлечет, ничего тебя не вытащит. Здесь хоть на чат, ты в реальную жизнь, чат возвращает тебя в реальную жизнь более-менее. Да, понятно, там бывают моменты, они пишут там тормози, Лех, все, снимай и так далее. Ты на это не обращаешь, но ты уже не сделаешь додеп. Может быть, ты проиграешь сейчас то, что у тебя есть на балансе 200-300 000 рублей, но
ты не будешь делать уже ДД, потому что у тебя есть какой-то буфер в виде чата, вот, зрителей, которые более благоразумны, чем ты. Вот поэтому я не играю без стрима. Ты так активно общаешься с чатом во время стрима, читаешь все сообщения, отвечаешь на все вопросы, при этом играешь. Ты не отвлекаешься вообще на людей? У тебя довольно активный чат. Меня отвлекают слоты от моих От людей. зрителей, да. Мне это доставляет больше удовольствия, мне кажется. Я даже не очень уверен, что я лудоман. Мне просто дай что-нибудь крутить и о чем-нибудь с ними поговорить, посмотреть, послушать их. Ну, я каждому практически, ну, очень много, наверное, 80% людей я узнаю там. У меня есть по каждому выложенный какой-то психотип, по каждому зрителю, то есть, ну, условно каждому, да, который постоянно что-то пишет. Я уже понимаю, кто что, кто обидчивый, кто, кто веселый, кто остроумный там и так далее. Вот эти вот вещи очень сильно они, так скажем, мотивируют читать чат, все равно как-то, ну, виды, да, психологических состояний, ну, отражают каждого человека. О каком количестве людей идет речь? Ты так говоришь, будто бы их там 2-3 человека. Это же явно не так. Ну, максимально у меня на основном канале 1200 было онлайн, но я все равно их идентифицирую как-то, я не знаю. Пишут, ну, например, 1200 человек смотрят, пишут все равно, наверное, человек 100 или 200. И это вот какие-то постоянные зрители, которые там и при онлайне 70 они были со мной, например, и сейчас у меня 250-300 онлайн. Я на другой канал переехал. Большинство, они те же самые люди остаются, и как бы я не знаю, я их узнаю. Относительно игроков, зрителей твоих стримов, у тебя был такой интересный один формат, что ты созванивался с людьми во время стрима, на громкую связь их выводил, общался, это безумно зашло аудитории, все были в таком восторге. Почему ты не сделал это какой-то постоянной рубрикой, либо каким-то отдельным форматом? Это проблема во мне. Я не Цезарь. По своему психотипу я тормоз. То есть у меня очень многозадачность страдает. То есть одновременно читать чат, одновременно звонить. Я от этого очень сильно устаю. Но устаю в каком-то психофизическом плане. Но это да, это было интересно. А для этого нужен какой-то, не знаю, наверное, состав, да, модераторов, которые будут одновременно что-то делать, там что-то как-то вот, ну, помогать в этом во всем. Не знаю, наверное, вот в основном из-за усталости, из-за того, что тяжело как-то это все одновременно делать. Nightbot перестал работать в это время. Вот. Ютубовский Nightbot перестал работать, и способ выбрать аудиторию из аудитории одного зрителя, он так сильно урезался, что все вот как-то так пошло. Вот. Ты не планируешь в будущем это как-то возобновлять, делать что-то подобное? Думал об этом. Кстати, может быть, на днях даже начну что-нибудь такое делать. Вроде силами собрался уже, на канале вроде более-менее все стабильно. Нету там залетных, которые что-то портят атмосферу. Ну, такие бывают, как бы, хейтеры, да? То, что называется. Ну, я тоже их прекрасно понимаю. Это люди, которые, ну, злые, они категорически не верят в то, что человек в здравом уме может там какую-то сумму денег такую депать и так далее. И относительно всех я все прекрасно понимаю. Но мне нравится то, чем я занимаюсь, поэтому я это буду делать. А с кем бы из стримеров ты, возможно, хотел бы сделать коллаборацию, провести совместный стрим? Есть кто-то такой? С Шамилем, наверное. Очень, очень улыбчивый собеседник, настроение так поднимается от него вообще. Других, например, людей, с которыми, ну, настолько необычных, это, как сказать, необычных людей мало. И они вот каким-то образом заряжают какую-то энергию. Что вот Шамиль заряжает. Мы с ним до стрима там час, ну не час, я не знаю сколько, минут 20, наверное, разговаривали, сейчас не помню. Ржали всю дорогу, потом дальше, ну, во время стрима прерывались, там еще ржали. Ну, то есть, как-то очень весело. И таким каким-то отдохнувшим себя чувствую. Надеюсь, что он тоже.
Я не энергетический вампир, поэтому думаю, что мне тоже удалось что-то ему веселое передать. Вот. Все остальные, ну, у кого-то шоу, понимаете, у кого-то все сложно, кто-то пьет алкоголь, кто-то хмурый, да, как я. Я тоже не всегда веселый, у меня большую часть, там, если поделить, то процентов 80 времени я такой полудепрессниковый человек, но это просто у меня такой психотип. Расскажи про самые необычные предложения о сотрудничестве, которые ты получал. Да, но понятно, что предлагали фонты. Самое интересное предложение это было от одного известного проекта, в котором я, естественно, не стримлю. Они, ну, то есть, достаточно долго вели диалог с моим модератором, переписку. Ну, то есть, там модератор стандартный пишет, например, скажу откровенно, мне предлагают от 2 до 3 тысяч долларов. Даже сейчас с онлайна 200-300 человек за стрим. Вот, я прямо сейчас могу согласиться, у меня будет 4 конторы, которые я даже название их не помню на самом деле. Вот. Но у меня желание с ними сотрудничества пропадает именно на том этапе, когда начинается вот это вот, давайте мы вам начислим на баланс, а вы, например, если вдруг выиграете 1 000 000 рублей, то оттуда 200 тысяч снимете. Ну, то есть, вот какая-то такая история. И на этом этапе у меня с ними дело прекращается. И в основном вот так и предлагают. Какая-то шляпа вообще. Эти орки, всякие, вот эта вот вся фигня. Ван Вин, еще что-то предлагают. Ну, я думаю, что это... Что это, блин? Почему так предлагают? Если ты не можешь вывести свой весь выигрыш, я думаю, что это не игра, это какая-то... Это игра уже из, так скажем, кинофильмов, какая-то сюжетная линия. И часто такое происходит? Да постоянно. Постоянно предлагают. Нормальные проекты никогда не будут такой затеей пачкаться. Я в этом абсолютно уверен. И поэтому, если уже начинается такого рода предложения, это подразумевает под собой некую тайну, да, взаимоотношений между партнерами. Так как программа партнерская, будем так говорить, то это партнеры. Но если партнеры изначально собираются каким-то образом что-то делать, это, во-первых, в любом случае всплывет. Во-вторых, ты в любом случае уже на крючке. Это если ты имеешь свои деньги. Зачем тебе это вот это надо все? Я знаю, что я либо выиграю, либо что-то как-то, и вот все будет нормально. У меня есть бюджет. И благодаря тому, что я в свое время правильно вложился в криптовалюту, у меня вот этот бюджет растет, потому что растет криптовалюта. Все. Ну и все. Ну, ты уже стример как бы с именем, тебе, возможно, такие предложения действительно ни к чему. А вот новенькие очень часто стараются подняться, раскрутиться за счет того, что начинают играть на фонты. Как ты к этому относишься? На самом деле никак не отношусь. Если человек открыто своей аудитории рассказывает, например, об условиях, которые он предлагает казино, то есть то, что, ребята, я вот сейчас выиграл 1 000 000, отсюда я могу 200 тысяч вывести. Нормальное явление, почему нет? Я думаю, что если не рассказывают? А если не рассказывают, все по-честному, это все их ошибка. по-настоящему? То есть ошибка не в том, что играть на фонты. Ошибка в том, чтобы пытаться все это как-то замять, скрыть, завуалировать и так далее. Вот в этом ошибка стримера, мне так кажется. Почему нет? Если, например, допустим, какой-то человек пытается себя проверить в гэмбле, ну, онлайн какой-то набрать и так далее. Блин, да можно рассказать, это, в принципе, я думаю, нормально. Говорит, мне 1000 долларов накрутили. Вот если я с этой 1000 долларов, например, раскручу до 100 тысяч рублей, то мои 20 тысяч рублей. Все, к тебе нет никаких претензий. Все. А что можно сказать этому человеку? За то, что он вот так пробует, и что? Ну, пробует и пробует. Он же это не скрывает. Это же часть его денег в 1/5. Ну, как бы. Так же получается. Ну, я так никогда не делал и никогда так не делаю. То есть, я брал с вейджером, я об этом говорил. То есть, основное условие было, например, в самом начале, грубо говоря, там, условно моей карьеры, мне поступали предложения
от казино, первое, то, что я спрашивал, я говорю, а зрителям я могу это рассказать? Нет, ну тогда нет, так нет. Все, пару проектов согласилась рассказать. Например, это PlayAma, там, Spin. Они говорили, 15 тысяч делаешь депозит, 45 тысяч у тебя на балансе, выводи сколько хочешь. Все, но ставку поднимать не можешь. Я абсолютно спокойно зритель, нормально все отнеслись. Ничего в этом такого криминального нет. Да, такое дают стримерам. Вот, значит, есть возможность куда развиваться. Если ты стример, если ты хочешь быть стримером и так далее, пожалуйста, приди к каким-то результатам и попробуй так же сделать. Ну, и ДП 15 тысяч рублей, там вагер сумасшедший был, 36, 35, что-то такое. Ну, прям космос. И мы его вместе с чатом пытались отмыть, это было прям капитально весело. И я выходил на суммах там 67. Как только вагер отмывал, я сразу ставил на вывод. Вот это было весело. Считаю это правильно. Вот. А фонтов ужасно боюсь, потому что и всяких разных их вариаций, да, вот как я говорил, там 100 тысяч рублей выиграл, там 20 тысяч только снял. Но я думаю, что это какая-то вариация фонтов. Хотя это называют, конечно, типа кейс, как по-умному сейчас это называют. Вот. Потому что я поставил 7,5 миллионов на то, что я никогда не играл на фонты. Никогда не играл на нарисованные деньги. Казино, с которыми я поссорился и так далее, они как бы знали бы об этом, да, в том числе за эти 3 года менеджеры увольняются, но все равно это же люди, реальные люди, которые вот были, уволились. И они обязательно бы обладали информацией о том, что где я брал фонты, как я брал фонты, что там, какие подковерные какие-то махинации происходили. Они этой информацией владели бы точно. То есть со скринами там, со всеми, я не знаю, аудиозаписями и прочими вещами. Вот, я уверен, что этого нет, и поставил 7,5 миллионов. Просто, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда. Все. Уже 2 года как бы нет никого, у меня везде там на стенах это все висит. Желающие. Один был, но это был уже, то есть фотошопер, короче, мамкин. Вот только такая фигня. Там уже его раскололи быстро. А так, вот, собственно, во всем остальном, я думаю, что основной критерий все-таки вот этот. Лояльность к игрокам проектов. Вот ты уже упомянул PlayAma. Я знаю, у тебя была какая-то такая с ними неоднозначная история. Можешь рассказать, пожалуйста? Да, если в 2 словах, то есть вот они как раз с таким вейджером мне давали, потом ограничение ставки было 300, но так как я перемещался между проектами, это был момент, когда я запускал там розыгрыши, где люди могли заказать слот, то ли что-то такое, в общем. И я играл в казино Чемпион в этот момент, и там у меня не загрузился Playboy. Просто не загружался, я не знаю почему. И перешел я в PlayAma. И по инерции по 600 рублей, что ли, или по 500, что-то такое, я сделал там 2 спина. Год я с ними сотрудничал. Все, и я при этих спинах не выиграл. Я продолжил там играть уже, сразу спохватился, поправился. Перескочил уже на другие слоты и начал играть, все как договаривались, по 300 рублей. И в какой-то один прекрасный момент мне там случайно в Аматике выдает 450 тысяч, по-моему, рублей, 500 000 я ставлю на вывод, они мне его берут, аннулируют. То есть я с ними разговариваю, я говорю, подождите, объясните почему. Вообще в этот момент мне сыпятся от всяких, советы, да, от саппортов других проектов. Они говорят, послушай, если тебе не поставили ограничения, ты можешь по этой ставке играть. Нормальное казино, оно должно ставить ограничения игроку, а не то, чтобы он там в голове держал. По сути дела. Вот. И для них это ничего не стоит. То есть это какая-то, ловушка там и прочее. Меня со всех сторон подначивают. Да, запиши видео, запиши. Объясни. Решил записать видео. Думал, может быть, их какая-то там бухгалтерия или что-то. Но это же неразумно. То есть, если ставь ограничения, выплати, например, тем, кто крутил, и вот такие вот были моменты, это их конкретная ошибка, что они не поставили ограничений. Выплатить всем игрокам, поставить такое ограничение, ты просто не можешь поднять ставку и все, и работай дальше. Какие проблемы, и к тебе претензий никаких не будет, по большому счету. А держать в памяти, когда у тебя там 6-8 казино за вечер, играешь в 6-8 проектах, но довольно-таки одновременно на чат,
ошибаться. Я им предлагал вариант. Говорил, давайте оставьте на депозите, я их еще там, я не знаю, вейджеры какие-то прокручу, еще что-то сделаю. Но просто конкретно э, понимал, что что-то вот не до конца понятная история вот с этим. Я хотел их вывести на разговор конкретно, чтобы знать, почему, что произошло-то. Из-за двух спинов по 500, там, по 600 рублей. Ну, глобально, вот что могло произойти. И все. Записал видео. Не знаю. Может быть, допускаю, что они правы. Допускаю. Но объяснение-то хочется получить все равно. Тебе так ничего и не объяснили, Нет, почему, они не как? смогли. Ну, саппорт, с которым я общался, они прям нормально адекватные ребята, но все на этом и уперлось. Я хотел поговорить с их там бухгалтерией, я не знаю, казначейством или как это все там называется. Они, ну, просто не вышли на контакт. Вот и все. Даже если бы я был, допустим, в обратной ситуации, понимая, что стример не прав, да, ну, я бы выплатил лучше. Серьезно. Ничего такого. Ну, зачем что-то там раздувать? И выплатил бы всем остальным, кто также ошибся. Это, наверное, не какие-то большие суммы для казино-то, по большому счету. Ну ладно, я ушел бы в минуса там на 2, на 3 миллиона, потому что пришлось бы всем там закрывать вот эти вот вещи. Но, по крайней мере, репутационные потери, они стоят гораздо дороже. Это же факт. Ну, в рекламу, если я трачу там колоссальное количество денег, что мне стоит игрокам, они все довольны. Стример продолжает крутить. Он говорит там, я не знаю, еще стримеру флаг в руки, что это ты, вот ты такой красавчик, молодец, договорился, нашел подход, разбудил в нас чувство ответственности за эту ситуацию. Да, ты не прав, но мы тебе выплатим и выплатим всем остальным игрокам. Нормально было бы. Это же прям красиво можно было сделать. Ты обижаешься на это казино? Нет, вообще нет. Абсолютно. Я даже в партнерку к ним не захожу. Я не знаю, сколько там. Там, может быть, 1 000 000 рублей уже набрался за эти 2 года, может, 1,5. Кстати, надо как-нибудь зайти. Мне даже зрители напоминают уже зайти в партнерку посмотреть. Честно, вот что-то как-то у меня 2 аккаунта вообще, по-моему, мертвые они. Когда-то я пробовал туда зайти, то ли пароли забыл, то ли что. Вот. А все остальное еще один аккаунт есть. Вот надо заглянуть как-нибудь, посмотреть, что там. Вдруг там деньги. Ну, 1 000 000 Вполне рублей, это вероятно. же писец. Это целый вечер можно крутить. По 1000. Есть ли у тебя какой-то план, какая-то цель, к которой ты идешь, там, определенное количество подписчиков, определенное количество на лайве, либо какую-то сумму, которую ты выиграешь, и вот это прям твоя мечта? По сумме я бы, наверное, хотел бы 10 миллионов выиграть, если честно. Вот прям какая-то такая планка. Ну, не сказать, что прям идея фикс. Я понимаю, что играя по 1000, мне навряд ли на такую планку удастся заскочить. Потому что как бы уже год по 1000 играю, ничего такого подобного не происходит. Там, говорю, больше 2 миллионов не поднимался. Вот. Количество подписчиков особо нет. Нет, есть комфортная планка, когда, например, это онлайн 1000. Я вот как-то нормально сижу. Когда больше, уже тяжело. Вот, наверное, так. Уже сумятица в чате. Я теряю нить разговора, так как плюс еще я тормоз, то вообще распыляюсь на все это. То есть как-то так происходит. Наверное, вот из целей вот это. Вот ты выиграл, и что дальше, твой следующий шаг? 10 миллионов? 10 миллионов, это же Да. сколько можно сделать депозитов. Будешь катать Ну, дальше конечно, а еще что нет? больше, да? Нет, еще больше за 1000 нельзя поднимать депозит. Ой, депозит говорю, ставку. Потому что для меня это уже, похоже, критическая какая-то цифра. Если я начну крутить там по 2, по 5, это, мне кажется, что можно прям весь бюджет слить на это дело. Не кажется, это точно так можно. А по 1000 более-менее как-то комфортно. Хотя раньше играл по 500 рублей и по 1000 поймать бонус, это прям какое-то событие было. А сейчас это как-то какая-то стабильность. Не знаю, это бред. Может быть, это часть лудомании. Но я лудоманом себя не считаю все равно почему-то. Может, Вообще не считаешь? в какой-то мере Даже во время чуть-чуть? игры, наверное. Но как-то не уверен, что меня это прям касается очень сильно. Может, из-за того, что я располагаю бюджетом на игру.
вполне возможно. Какие-то вот внешние факторы, наверное, как-то влияют. Но конкретно лудоманом себя не считаю. От 0 до 10. Сколько? Насколько ты лудоман? 4-5, наверное, плюс-минус так. Я могу остановиться на какой-то сумме, которая даже меня не устраивает. Подождите, это, наверное, больше заслуга чата, а не моя. Так-то. Спокойно такое тоже может быть. Это же разные вариации, разные ситуации, да. Но, например, поиграть вне стрима меня не тянет вообще. Если бы я был лудоман, то точно должно было тянуть. Я думаю, что... То есть один из самых успешных стримеров гэмблы не лудоман. Может быть и так. Так как-то... Как? Ну не, я себя успешным вообще не назову, потому что у успешных ребят у них там 2, 3, 4 и более тысяч онлайна. Вот это успешные. То есть они идут к какой-то цели и так далее. Я не знаю, насколько финансово, конечно, они обеспечены и правильно монетизируют это все. Но в моем случае, да нет, я как-то спокойно. Фактически мне бы, например, потратить 3 миллиона или 5 на качественную хорошую рекламу вместо депозитов и раскрутиться и сделать 5000 онлайн. Но только я не шоумен. Вот. Я просто не вывезу такой чат. Я не смогу всех читать. Это понятно, да? То есть потеряется то, за что я стримлю. Потеряется чат. Вот. Я так думаю. Не знаю. А в целом, как бы, ну да, придет какая-то популярность. Только зачем, если ты не можешь все равно общаться? Уже невозможно. Ты теряешь людей конкретных, с которыми ты долго общался, которые вот прям годами реально есть у меня зрители. Я очень сильно уважаю всех зрителей. Отдельно просто ребят могу каких-то отметить. Я их помню, они заходят, желают там мне заносов и прочее. Это очень приятно. Вот. Тогда я потеряю этих людей. Я не смогу с ними общаться дальше. Тогда смысл. Вот. Если я прихожу отдыхать, пусть все тоже приходят отдыхать, а не писать просто кучей какие-то сообщений. Что бы ты пожелал начинающим стримерам? Начинающим стримерам не заигрываться, наверное. Ну, с холодной головой. То есть, если человек стримит, если понимать, зачем ты пришел. Если ты пришел заработать, то надо, ну, пытаться, значит, заработать. И уверен, что если, например, пытаться на этом заработать и сообщать об этом зрителям, они даже помогут. У меня почему-то такое убеждение. Потому что в один момент я партнерку, не знаю, целый год, что ли, скрины прям в ВК закидывал. Раз в неделю вроде закидывал вообще. Вот это, все люди видели вообще, что происходило с партнерками. И там мне в личку, например, писали, давай, что нужно, давай поможем и так далее. Я говорю, ребята, давайте попробуем заработать на партнерке. Я не знаю, там, регистрироваться подо мной и так далее. Да, все без проблем полетели. И на самом деле какие-то показатели начали увеличиваться. Я не знаю, может быть, это совпадение было такое или что. Ну да, регистрации увеличились, перводепы увеличились. Ну, люди на это реагируют. То есть нормально. Они же в большинстве своем тоже, ну, понимают, им какая разница, кто где там проиграет, да. Но если ты проигрываешь, то ты проиграл и проиграл. А понимая, что часть твоих проигрышей пойдет стримеру, ну, блин, кто-то к этому относится нормально. Для кого-то это почему-то недопустимо, неприемлемо. Это нормальные рыночные взаимоотношения. Кто-то, наоборот, хочет, давай я буду под тобой проигрывать. Тогда уж, если проигрываю. Ну, сколько людей, столько и мнений. Это уж такое. Вот. Ну, у меня нет такого, чтобы... Так я без партнерки стримил. В самом начале своей карьеры без партнерки полгода и больше стримил. Вот. Не предлагали хорошие офферы, либо ты Вообще не просто не интересовало. хотел? Ну как, интересовать начало тогда, когда начали люди идти в Google, регаться в вулканах, им банили этот синий, как он называется, синий экран. Ну, были же вот эти сайты-вымогатели. То есть, когда блокируется комп и говорят, давай плати нам деньги, мы тебе разблокируем сообщение там какое-то про порнографию и прочие дела. Вот когда вот это сильно увеличилось, взял я у кого-то, может быть у Витуса, может у Лудожопа, ссылку. Взял ее, воткнул. Я даже не помню чью. На Play Fortuna, может быть.
может быть, еще куда-то. Вот. А потом через некоторое время сел и начал уже вот этой партнеркой вплотную заниматься. До этого я им что-то писал, что-то получалось, что-то не получалось. Ну, в общем, это такой долгоиграющий момент был. Вот. И через полгода с чем-то там, наверное, созрел к тому, чтобы взять себе собственные ссылки. Потом уже начал смотреть. Оказалось, ну, интересно вот носить... тоже относительно, потому что там таких каких-то космических доходов я не видел. Вот. То есть, таким образом, это нет такого, что человек... ну, кроме того, я понимал, что есть, наверное, не буду говорить, пару проектов я видел, как, ну, они шейвят просто-напросто, вот и все. Опять же, под тебя там заходит игрок, очень сильно играет, и ты такой смотришь, думаешь, нифига себе, вот это люди депают. Потом через некоторое время, там развернутая у них партнерка была, было это все видно. И через некоторое время ты просто обнаруживаешь, что этого человека нету, а он-то у тебя выигрывал тут, ну, грубо говоря, на розыгрышах каких-то. Ты ему пишешь, слушай, ты продолжаешь? Да, я продолжаю играть. И потихоньку начинаешь выстраивать линию поведения с партнеркой, начинаешь им писать. На одном этапе это мой игрок, и через там месяца 2-3 себе просто ставишь напоминалку, пишешь, слушай, вот это мой игрок? Не, это не твой игрок. Все. Вот такая ситуация. То есть их, ну, перетягивают куда-то что-то и все. И каждый раз у стримера это все меньше, меньше, меньше по партнерке. Ну, либо его держат на одной какой-то, в одном, да, пуле заработка, что ли, если это можно назвать заработком. Часто очень 50 на 50, наверное, сама по себе партнерка просто минусовая. Спасибо тебе большое за откровенность, так все от души рассказал. Да как? Людям будет очень интересно узнать тебя еще и с этой стороны. Не получится по-другому. Если я буду рассказывать, например, то, что люди хотят видеть или слышать, и будет в себе содержать какие-то искажения, то найдутся ребята, которые в комментариях знают, как сама суть была вот того или иного события, и они не согласятся с этим и аргументированно преподнесут. Поэтому смысла врать в этом нету. Я не то что вынужден, да, мне легко. То есть я например, не опасаюсь за свои слова, потому что понимаю, что те люди, которые это могут подтвердить, они, например, это будут смотреть и скажут, да, он действительно не врет. Вот и все. Так что это легко. Спасибо тебе большое, была очень рада с тобой пообщаться. Все, спасибо. До встречи, пока-пока. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно быть подписанным на наш канал и на канал Slotweaver. Автор лучшего комментария под этим видео получит 50 монет ада.